Друзья, если у вас нет возможности читать роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», смотрите это видео. Это история о парне, который потерпел кораблекрушение и 28 лет провел на необитаемом острове. Написал роман Дефо в 1719 году. История основана на реальных событиях. Полное название романа: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо», моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанное им самим. Как-то так. Дальше от первого лица. Итак, с самого раннего детства я больше всего на свете любил море. Я завидовал матросам и мог часами стоять на берегу. Моим родителям это не нравилось. Отец хотел, чтобы я стал чиновником, но я мечтал о морских путешествиях. Когда мне исполнилось 18 лет, отец догадался, что я хочу сбежать из дома в море. Он любил меня и хотел мне добра. Я рассказал матери, что хочу увидеть Африку и Азию, и попросил ее поговорить с отцом, чтобы он мне разрешил уплыть. Мать рассердилась. Она была уверена, что отец лучше знает, что для меня будет лучше. «Ты делай как хочешь», — сказала она, — «но я против». Родители не понимали меня. Они считали, что я мог жить с ними, ни в чем не нуждаясь, что в море я буду страдать. И через несколько месяцев я сбежал. 1 сентября 1651 года я сел на корабль, который плыл в Лондон. Я поступил плохо. Оставил своих престарелых родителей, нарушил сыновний долг. И очень скоро я пожалел об этом. Я никогда раньше не был в море, и мне стало плохо, тошнило. Волны поднимали наш корабль. Я 1000 раз клялся, что если мне будет суждено сойти на землю, я сразу вернусь домой и больше никогда не сяду на корабль. Но когда море утихло, я уже передумал. Морская болезнь прошла. Недели через 2 поднялся такой шторм, что даже наш капитан говорил, что мы пропали. Мне впервые в жизни стало очень страшно. Матросы срубили мачты, чтобы корабль не пошел ко дну. В трюме была течь. Я со всеми бросился помпой откачивать воду. Но вода все поднималась. Было очевидно, что наше судно затонет. С соседнего корабля спустили шлюпку, и мы все смогли перебраться в нее. К вечеру мы добрались до берега. Мой родной город был рядом, но я решил продолжить плавание. Хотя капитан затонувшего корабля сказал, что я не гожусь быть моряком, потому что я труслив и избалован. Я понимал, что он прав, но домой я не поехал, потому что мне было стыдно показаться на глаза родным. Я думал, что тогда стану всеобщим посмешищем. Через 3 недели я поехал в Лондон. Мой косяк был еще и в том, что на корабле мне нужно было стать матросом, чтобы учиться морскому делу, а я, как мажор, за всем наблюдал. В Лондоне я познакомился с пожилым капитаном, который недавно приплыл из Африки. Он хорошо заработал и снова туда собирался. Он предложил мне отправиться с ним бесплатно в качестве его гостя. Конечно, я согласился. Я даже купил кое-какой товар, чтобы обменять его у дикарей на что-то более ценное, а потом продать в Англии. В пути капитан учил меня корабельному делу. Путешествие сделало меня и моряком, и торговцем. Когда мы вернулись в Лондон, я хорошо заработал. Мой друг капитан умер, и второе путешествие я предпринял уже на свой страх и риск. Однажды на рассвете рядом с Африкой на нас напали пираты. Мы вступили с ними в бой, но они оказались сильнее. Их капитан сделал меня своим рабом. Я жил среди других его рабов на земле. Я все время думал о побеге, но шансов не было. Ни одного англичанина, с кем можно было бы поговорить, не было. Так я провел 2 года. И все же я сбежал. Мой господин иногда на шлюпке выходил в море порыбачить. Он брал с собой меня и мальчишку Ксури.
Однажды он велел мне, Ксури и его человеку плыть за рыбой. На шлюпке была провизия, оружие, инструменты, вода. Я понял, что это шанс для побега. Мы отошли подальше в море, и там я нашел момент, чтобы столкнуть человека-хозяина за борт. Я ему сказал, что убивать не стану, и что он может спокойно доплыть до берега. Я знал, что он хорошо плавает, и был уверен, что он доплывет. Мальчишка Ксури пообещал, что будет верен мне. Море было спокойным, и мы удалялись все дальше и дальше на юг от тех земель. Прошло несколько дней. Нам была нужна пресная вода, и мы пристали к безлюдному берегу. Нужно было быть осторожными. Диких зверей или дикарей мы не хотели встречать. Однажды мы подстрелили льва и сняли с него шкуру. Она стала моей постелью. Я надеялся в пути встретить какой-нибудь европейский корабль, чтобы пересесть на него. Иначе нам грозила верная смерть. Прошло еще дней 10. На берегу мы увидели дикарей. Я жестами показал, что мы голодны. Они принесли мясо и хлеб, а вот как взять еду? Мы боялись их, а они нас. Тогда дикари отошли подальше, и мы перенесли провизию на шлюпку. К сожалению, у нас не было ничего, что мы могли бы дать им взамен. Вдруг появился леопард. Мы подстрелили его. Боже, как же дикари испугались выстрела. Они никогда ранее не слышали его. И они не могли понять, чем я убил зверя. Я разрешил им взять мясо и попросил у них шкуру, а потом и воды. Дикари с радостью все нам дали. Мы плыли дальше. Где-то 1,5 недели к берегу не приставали. Ни одного корабля мы до сих пор не встретили. И вдруг, недалеко от Зеленого мыса, Ксури увидел парус. Я направил шлюпку к нему, и вскоре мы уже были на борту португальского корабля. Как же я был счастлив оказаться среди цивилизованных людей. Капитан сказал, что они плывут в Бразилию. Ну, Бразилия так Бразилия. Через 3 недели мы были у берегов Бразилии. Капитан любезно купил мою шлюпку, шкуры диких зверей и все, что было в шлюпке. Когда я сошел на берег, у меня было 220 золотых, а Ксури остался на корабле помощником капитана. Еще капитан познакомил меня с владельцем сахарной плантации, у которого я жил. Я узнал много о производстве сахара и тоже захотел стать плантатором. Взял в аренду участок земли и взялся за дело. Моим соседом был бывший англичанин, который принял португальское подданство. 2 года мы с ним вместе становились на ноги. А еще через 2 года разбогатели. Я хорошо выучил испанский язык, познакомился со всеми соседями. Мы встречались, общались. Я рассказывал о своих приключениях в Африке, о том, как можно легко выменять у дикарей золотой песок на всякую ерунду. И однажды соседи предложили мне войти в экспедицию к Африке. Я с радостью согласился. Оставил указания, что делать с моим имуществом, если я не вернусь. Составил завещание в пользу капитана португальского корабля, который спас мне жизнь, с тем условием, что определенную часть он отправит моим родителям в Англию. И вот 1 сентября 1659 года я отправился в роковое путешествие. На 12-й день на нас налетел бешеный шквал. Все думали, что погибнут. Но потом мы увидели землю и сразу сели на мель. Все 11 человек спустились в шлюпку. Волны бросали ее как щепку, а потом мы разбили вдребезги. Мы все оказались в воде. Я хорошо плавал и смог кое-как выбраться на берег. Мне реально повезло, а вот другим нет. Все погибли. Корабль, стоявший на мели, был еле заметен, очень далеко. И тут я подумал, что земля может быть не менее опасна, чем море. Я решил осмотреться вокруг. У меня не было ни пищи, ни воды, ни оружия, ни инструментов. Только один нож. Приближалась ночь. Я с ужасом думал о диких животных, которые ночью выходят на охоту. Я отошел от берега и нашел ручеек, из которого напился воды. Потом залез на дерево и уснул в его ветвях. Проснулся я поздно, живой, уже хорошо. Погода была ясная, море успокоилось.
Корабль прибило ближе к берегу. Очевидно, ночью был прилив. Я решил, что нужно попасть на корабль, чтобы взять там еды и еще чего-то полезного. Я подумал, что если бы мы все остались на корабле, то были бы живы. Я подплыл к кораблю. По канату поднялся на борт. Весь запас провизии оказался сухим. Я осмотрел корабль. Чтобы все добро переправить на берег, нужна была лодка, а ее у меня не было. Тогда я решил построить плот. Первым делом я погрузил на него доски и сундуки с самыми нужными для меня вещами. Начался прилив, и я увидел, что одежду, которую я оставил на берегу, унесло в море. Вот блин. Хорошо, что кое-какая одежда была на корабле. Также меня интересовали инструменты, и я нашел настоящее сокровище – ящик плотника. Взял оружие, ружья, пистолеты, заряды, порох, шпаги и все это дело доставил на берег. Затем я пошел искать место для жизни. Я ведь еще не знал, куда я попал – на материк или на остров. Живут ли здесь люди или хищные звери? Я увидел холм и пошел на него, чтобы осмотреться. Да, плохо дело. Это был остров, а вокруг одно море и только два маленьких острова в 9 милях к западу. Мой остров был необитаем, но зато и хищных зверей на нем не было. На ночь я соорудил шалаш. Перед сном подумал, что нужно будет по максимуму свести все полезное с корабля, иначе при первой же буре корабль пойдет ко дну. Утром я снова был на корабле, смастерил новый плот и нагрузил его гвоздями, парусами, подушками. На берегу я построил палатку и перенес туда все, что могло испортиться на солнце или под дождем. Я каждый день плавал к кораблю и сносил с него все, что мог. Еще я взял 2 кошек и собаку. На острове я жил уже 2 недели. За это время я сделал 12 ходок на корабль, а потом ночью во время бури корабль затонул. Теперь нужно было найти место для постоянной жизни, чтобы там было сухо, защищало от дождя, чтобы рядом была пресная вода и чтобы был вид на море. Я ведь рассчитывал увидеть проходящий мимо корабль. И что-то подходящее я нашел. Не фонтан, но все же нормально. Я сделал забор, через который не мог пройти ни зверь, ни человек. Теперь я мог спать спокойно. Спал я в гамаке, а через забор я попадал по приставной лестнице, потому что калитку я специально не делал. Времени у меня было предостаточно, поэтому я начал копать пещеру. Еще я разделил весь порох на много частей и разложил в разных местах на случай, если вдруг молния попадет в него, чтобы все сразу не взлетело на воздух. Оказалось, что на острове водятся козы. Я сразу подстрелил одну. Я завел календарь, чтобы понимать, в какой день я живу. Сюда я попал 30 сентября 1659 года. Я вбил в землю бревно и делал на нем зарубки. Пока у меня были чернила, я вел дневник, куда записывал все, что происходило здесь со мной. У меня не было лопаты, кирки, иголок, ниток. Поэтому скоро я начал обходиться без белья. А вообще все это было ерундой, ведь самое главное, я был жив. Лопату я кое-как сделал из дерева. Прошло уже больше года. Я обустроился, смастерил стол, стул, полки. Пытался сделать бочки по образцу тех, которые у меня были, но без шансов. Вода всегда протекала, и я оставил эту затею. Однажды во дворе я вытрусил старый мешок из-под ячменя и риса. И через месяц я увидел несколько зеленых ростков. А еще через несколько недель появились колоски ячменя, а потом и стебельки риса. Это было чудом. Я подумал, что это Бог мне так помог. Походил по острову, но нигде больше не нашел ячменя и риса. И уже тогда я вспомнил о вытряхнутом мешке. В конце июля я аккуратно собрал все зернышки. Но только на 4-й год я начал отделять часть зерен на еду. Я ведь не был агрономом, поэтому не знал, когда нужно засевать зерно. Первый урожай почти полностью пропал, потому что я его засеял перед засухой. А еще однажды было землетрясение, реально было страшно. Тогда пронесло. Но я понял, что жить в пещере опасно, ведь она могла обвалиться. Нужно было искать новое место для жилья.
Как-то летом я заболел. Головная боль и лихорадка. Думал, что это конец. Где-то через месяц почувствовал, что выздоровел. На острове росло много сладкого винограда. Из него я делал изюм. В 1,5 днях пути от своего дома я нашел красивую зеленую долину и захотел жить там. Но она была закрыта холмами, а значит моря оттуда я не мог видеть. Так что этот вариант не подходил. Остался жить там, где и жил. И все же в долине я поставил шалаш и иногда жил там. Сезоны дождей меня реально доставали. Бывало, что дождь беспрерывно шел 2 месяца. Еду я готовил на углях. Кастрюли, к сожалению, у меня не было. Я ел козлятину, черепах, птиц, яйца, рыбу. В общем, все было хорошо. Я уже знал, когда начинался сезон дождей. И на этот период готовил себе побольше еды, чтобы реже выходить под дождь. Снова заболеть я не хотел. В дождь я занимался плетением корзин. Однажды я решил сходить на другой конец острова, где еще никогда не был. Когда я дошел до моря, то впереди увидел землю, милях в 40 отсюда. Наверное, это была часть Южной Америки, где живут дикари. Как хорошо, что я попал именно сюда, а не к ним. На этой части острова жили попугаи. Одного я поймал, чтобы научить его говорить. Здесь было красиво. Моя часть острова уступала этой. Но там я прожил уже 2 года и считал то место своим домом. В декабре я рассчитывал получить урожай ячменя и риса, но не учел, что стебли могут съесть козы и зайцы. Тогда я сделал изгородь вокруг своего маленького огорода. Это помогло. Но потом появились птицы. Я решил бороться за свой хлеб. Я подстрелил 3 птиц и выставил их над полем. И чудо, больше птицы не садились на пашню. К концу декабря я собрал хороший урожай. И сразу возникли вопросы. Как без мельницы, без жерновов превратить зерно в муку? Как просеять муку? Как вымесить из муки тесто? Как, наконец, испечь хлеб? Ничего этого я не умел. На размышления у меня был год. Весь этот урожай я планировал снова засеять. А еще в дождь я учил попугая разговаривать. И он выучил первое слово, свое имя, Попка. Уже много месяцев я думал о глиняной посуде, но нигде на острове не мог найти подходящей глины. У меня ушло 2 месяца попыток, чтобы наконец-то создать первое жалкое подобие горшков. Мелкая посуда мне давалась легче, всякие там чашки, тарелки. И все-таки я смог создать такие горшки, которые не боятся ни воды, ни огня. В них я мог готовить еду. Это было очередной моей победой. И я впервые сварил козлятину. Когда у меня через год уже было достаточно зерна, чтобы измолоть его, я выпек хлеб. Как же он был вкусен! Та земля, которую я видел с другого конца острова, манила меня. Может быть, там было мое спасение? На берегу все еще лежала разбитая шлюпка с нашего корабля, но она была большой и тяжелой. Самому справиться с ней было нереально. И тогда я решил сам сделать лодку, вернее пирогу, выдолбить ее из дерева. Эта идея показалась мне абсолютно реальной. Вот только я потом протупил. Я понимал, что после того, как я найду в лесу подходящее дерево, срублю его и выдолблю из него пирогу, ее нужно будет дотащить до воды. Но я был уверен, что я что-нибудь придумаю. Ага. Где-то через полгода работы топором, молотком и долотом я закончил работу. И что? И ничего. Она была, сука, такой тяжелой, что у меня не было никаких шансов сдвинуть ее с места. Тогда я подумал, чтобы прокопать канал от моря к лодке. Но потом подсчитал, что на это дело уйдет где-то 12 лет. Вот так я облажался. Лодка осталась в лесу. К тому времени на острове я жил 4 года. Моя одежда пришла в негодность, и я стал портным. Переделал кое-какую одежду под себя. Из шкур убитых мною коз я сделал шапку, куртку и штаны, а еще зонтик. Прошло еще 5 лет. Моя жизнь проходила однотипно, тихо и мирно. Продукты были, зерна и винограда хватало, и я построил новую лодку, уже с учетом моего предыдущего опыта.
Работа заняла 2 года. Я спустил ее на воду. Моя цель была не побег с острова на пироге. Это было бы самоубийством. Я хотел плавать по морю вокруг своего острова. Я поставил мачту, сшил парус, взял провизию, оружие и отправился в путь. Чтобы не попасть на рифы, мне нужно было отойти дальше в море. Лодку подхватило течение и стало уносить в открытое море. Блин, так тупо было бы погибнуть после всего, что я пережил. Я мечтал вернуться на свой остров, и мне помог ветер. Хорошо, что мой остров всегда был в поле зрения. Я ведь даже компас с собой не взял. Ветер погнал меня к дому. Как же я радовался, когда очутился на берегу. Я полюбил свой остров еще сильнее. С плаванием на лодке я решил завязать. Ну его нафиг. Из глины я сделал себе трубку для курения табака. А вот порох заканчивался. И добыть его здесь не представлялось возможным. Коз и птиц я убивал из ружья. Поэтому для меня порох был очень важен. Значит, нужно было научиться ловить диких коз руками. Я вырыл ямы, набросал на них хвороста и вуаля, поймал коз. Вообще козы оказались умными и послушными. Их приручить было легко. И я начал разводить коз. Через 1,5 года в моем хозяйстве было 12 коз, а через 2 года 43. Круто. О голоде можно было забыть. У меня было и мясо, и молоко. Однажды в полдень я шел по берегу и вдруг увидел на песке след человеческой ноги. Как вы понимаете, не свой. Я стоял и тупил. Долго смотрел на след, как на привидение. Я посмотрел вокруг, но никого не увидел. Это было невероятно. Откуда взялся здесь этот след, на моем острове? Несколько дней я постоянно смотрел по сторонам. Я думал, что это были дикари, которые обнаружили, что на острове кто-то живет, и поплыли за подмогой, а потом вернутся и убьют меня. Первые 3 дня я просидел в своей крепости. На 4-й день я вышел. Может, я все это придумал, и это был мой след, думал я. И в конце концов, так я и решил. Пошел к берегу, чтобы сравнить следы. Мой след был значительно меньше. Я вернулся к своему хозяйству и разрушил его, чтобы дикари не догадались, что на острове кто-то живет. Ожидание опасности было страшнее самой опасности. Прошло 2 года с того дня, когда я увидел на песке след человека. Позже я убедился, что к западной части острова дикари приплывают частенько. Я жил на восточной части, поэтому в тех краях бывал редко. По следам пребывания дикарей я понял, что они были людоедами. На берегу я видел скелеты. Мне стало страшно. Теперь я аккуратнее работал топором, почти не стрелял, старался днем не разводить огонь. К тому времени я прожил на острове почти 18 лет. Прошло еще 3 года. Как-то я нашел нору, которая вела в пещеру. В ней жил страшный старый козел. Как же я его испугался. Он, кстати, умер на следующий день. Пещера оказалась просторной. Дно было сухим и ровным. Следов сырости нигде не было. Мне здесь понравилось. Я начал переносить сюда кое-какие свои вещи. Шел 23-й год моего пребывания на острове. Собака умерла лет 6 назад. Попугай Попка был жив. Однажды в декабре я увидел большой костер. Опять эти дикари. Они были всего в 2 милях от моего дома. Я вооружился и был готов принять бой. В подзорную трубу я видел, что они сидели вокруг костра. Их было 9 человек. Рядом стояли 2 пироги. Они дождались прилива и уплыли. Я пришел на их место. Там была кровь, скелеты, человеческое мясо. Я решил в следующий раз убить этих проклятых людоедов. Однако прошло еще больше года. Дикари не появлялись. В мае 24-го года пребывания на острове во время грозы я услышал пушечный выстрел. В море гибнул корабль. Я моментально развел костер, чтобы его было видно, и мой сигнал заметили. Всю ночь до утра я поддерживал огонь.
Утром я смог рассмотреть корабль. Он был разбит, выживших не было. Я понял, что очень сильно истосковался по людям. Через несколько дней я нашел на берегу тело юнги с того корабля. Море было беспокойным, потому я не мог на лодке подплыть к кораблю. А вдруг там кто-то был живой? Я положил в лодку еду и воду и поплыл к кораблю. Впереди было два сильных течения, которые легко могли забросить меня в море, и тогда я бы сам погиб. Я задумался, плыть или не плыть. Решил плыть. Часа через 2 я был у корабля. Да, зрелище было мрачным. Сразу показалась собака. Она скулила и визжала. Я позвал ее, и она прыгнула в море. Я затащил ее в лодку. Затем я взошел на корабль. Сразу увидел 2 трупа. Собака была единственным выжившим существом. Вещей было мало, море поглотило большую часть. Я отнес в лодку 2 сундука, порох, медные котелки, кофейник. В сундуках было много всего полезного для меня. Варенье, рубахи, шейные и носовые платки, немного золота и денег, куртки, штаны. Красота! Так я прожил еще 2 года. Одиночество становилось ненавистным. Я понял, что нужно что-то делать, чтобы сбежать отсюда. Я решил приручить одного дикаря. Для этого мне нужно было спасти ему жизнь, когда его захотят съесть другие дикари. Ну и, понятно, убить всех остальных. Теперь я ждал их. Я каждый день ходил туда, куда они приплывали. И только через 1,5 года дождался. Приплыли 5 пирог. Блин, это их человек 30. Как же мне одному с ними справиться? Подумал я. На берегу они разожгли костер и готовили еду. Они прыгали вокруг костра. Затем вытащили из лодок 2 бедняк. Одного сразу же убили. Пока дикари занимались убитым, второй парень сбежал от них. Он бежал по берегу в сторону моего жилья. Его догоняли 2. В какой-то момент появился я и крикнул беглецу остановиться. Он испугался меня еще больше, чем преследователей. Одного я сбил прикладом, второго убил из ружья. Беглец дрожал от страха. Я его успокоил. Парень упал на колени и поставил мою ногу себе на голову. Тем временем тот дикарь, которого я сбил прикладом, пришел в себя. Мой беглец попросил у меня саблю. Я дал, и он одним ударом снес ему голову. Потом подошел ко второму и был поражен тем, что он мертв. Ведь мой беглец не мог понять, как я убил его с такого большого расстояния. Затем он взял у убитого лук и стрелы и очень быстро руками вырыл в песке ямы, куда спрятал тела. Я отвел его к своей пещере, дал еды и воды. Парень был высоким, атлетичным, было ему около 26 лет. Лицо у него было приятным, без агрессии, волосы черные и длинные. Я сразу начал обучать его необходимым словам, и он быстро обучался. Назвал его Пятницей, в честь дня, когда я спас ему жизнь. Пятница дал понять, что он хочет съесть тех убитых дикарей. Я сказал, что этого никогда не будет. Вчерашние дикари уплыли на своих лодках. Место, где был костер, было усеяно костями, мясом и кровью. Для меня жуткое зрелище, для Пятницы вполне нормальное. Он объяснил, что он был пленником этого племени дикарей, а сам он из другого племени. Пятница был мне очень предан, и я совершенно его не опасался. Он очень боялся ружья и даже разговаривал с ним, просил, чтобы оно его не убивало. Я приготовил ему козлятины, и после этого Пятница пообещал больше никогда не есть человеческого мяса. Он с готовностью помогал мне во всем. Наконец-то мне было с кем поговорить, ведь я не слышал человеческой речи 25 лет. Пятница рассказал, что он уже раньше бывал на этом острове со своими соплеменниками. Он рассказал, что знает, где живут белые люди. Туда можно добраться на большой лодке. У меня появилась новая надежда. Прошло еще несколько месяцев. Я рассказал Пятнице историю всей своей жизни. Подарил ему ружье и научил им пользоваться.
Рассказал о цивилизованных людях, о землях далеко отсюда, о больших кораблях, на которых мы плаваем всюду. Показал лодку с корабля. «А я такую уже видел», — сказал он. «Злая погода прибила ее к нашему берегу. Там было 17 белых людей. Они сейчас живут в нашем племени, уже 4 года. Почему вы их не съели? А мы едим только тех, кого в бою побеждаем». Как-то мы поднялись на холм, и Пятница с радостью показал землю, где жил его народ. Я подумал, что он никогда не станет для меня настоящим другом, и при первой же возможности сбежит к своим. Но я ошибался. Его преданность ко мне была безграничной. «Ты хочешь вернуться домой?» – спросил я. «Конечно хочу». «А если я дам тебе лодку, ты уплывешь?» «Уплыву? Только с тобой?» «Так меня же съедят». «Нет, я не позволю. Ты спас меня, и они полюбят тебя». После этого я подумал, чтобы перебраться на его землю к тем 17 белым людям. Я показал Пятнице свою лодку. «Ну что, друг, поедем к твоим?» «Эта лодка маленькая, нужна больше». И тогда я отвел его к той первой лодке, которая осталась в лесу. Больше чем за 20 лет она рассохлась и сгнила. «Сделаем новую», — сказал я. Пятница огорчился. «Почему Робинзон хочет прогнать меня?» — наивно спросил он. «Там твой дом, вот и плыви к своим, а мой дом здесь». Пятница взял топор, дал его мне и сказал убить его, но только не прогонять. Он заплакал. «Ладно, тогда поплывем вместе», — сказал я. Мы принялись за постройку лодки. Пятница подобрал нужное дерево, и через месяц лодка была готова. Она была хороша. Пятница очень ловко ею управлял. Еще около 2 месяцев я ставил на лодку мачту и паруса. Когда Пятница увидел в деле паруса, он был поражен. Наступил 27-й год моего пребывания на острове. Начинался сезон дождей, потому мы решили дождаться хорошей погоды в декабре и уже тогда плыть. Когда погода восстановилась, мы начали подготовку, но все равно не поплыли, кое-что случилось. К острову приплыли 3 лодки дикарей, их было много, Пятница был испуган. «Да все нормально», — успокаивал я его, — «справимся». Мы вооружились до зубов. В подзорную трубу я увидел, что дикарей было человек 20, пленных было 3. «Ну, пошли на разборку», — сказал я. Одного пленника дикари уже захомячили, а другой, кстати, оказался белым. Ну и началось. 3 мы убили сразу, еще 5 ранили. Дикари подумали, что это конец света. Они ничего не могли понять, а мы стреляли в них, как в тире. 5 из них бросились к лодке. Ими занялся Пятница. Я побежал к белому человеку и освободил его. Он оказался испанцем. Я дал ему оружие, чтобы он тоже помогал нам. 3 дикаря уплывали на лодке, еще 1 вплавь добирался за ними. Нужно было убить их всех, иначе они могли вернуться с огромной толпой, и тогда нам конец. Я сел в лодку, а там лежал какой-то старик. Я перерезал веревки, которыми он был связан. И тут подбежал Пятница. Старик был его отцом. Пятница был без ума от радости, а лодка дикарей к тому времени уплыла далеко, ее уже было не догнать. Да к тому же поднялся сильный ветер, так что вряд ли они бы доплыли до своей земли. Теперь нас было 4. Старик говорил, что в его племени мне будут рады, а испанец рассказал, что белые там голодают. Тогда я предложил испанцу, чтобы он пригласил всех своих друзей жить на моем острове, а вместе мы сможем построить большой корабль и убраться отсюда. Но меня беспокоило, что среди них могут оказаться и плохие люди, которые могут устроить бунт. Испанец сказал, что они все как один будут беспрекословно мне подчиняться. Однако он посоветовал не спешить. Ведь если сейчас такая кодла приедет сюда, они все съедят. Значит, нужно подготовиться к их приезду. Где-то год подождать. Мы вчетвером взялись за распашку нового поля, чтобы посеять там хлеб. Собрали много винограда, чтобы сделать изюм. Начали подготавливать доски для будущего корабля. Урожай был хорошим.
Теперь этого хлеба хватило бы и на 50 человек. И тогда испанец со стариком поплыли на пироге на материк. Я ожидал гостей с нетерпением, но однажды увидел в море незнакомую лодку с парусом. В первую очередь нужно было убедиться в том, что это за люди. С горы я увидел английский корабль. Я одновременно испытывал и радость, и тревогу. Что здесь делает корабль вдали от торговых путей? На берег сошли 11 человек. 3 из них были пленниками. 6 человек пошли вглубь острова. 2 в лодке остались охранять пленников и сразу уснули. Отлив оставил лодку на песке. До прилива было часов 10. Мы с Пятницей вооружились и незаметно подобрались к пленникам. Я спросил их, кто они. Я капитан корабля, мой экипаж взбунтовался. Они захотели стать пиратами. Это мой помощник и пассажир. Мы уговорили высадить нас на необитаемом острове. Среди пиратов есть 2 зачинщиков. Их нужно убить, а остальные снова станут нормальными. Я сказал, что помогу им. За это они пообещают отвезти меня с Пятницей в Англию. Капитан пообещал. Тогда я дал им оружие, и мы пошли убивать спящих пиратов. Самых злостных разбойников мы убили. Оставшиеся сразу признали в нас своих победителей. Пока мы решили их связать и держать пленниками. Я накормил англичан и рассказал историю своей жизни за последние 27 лет. Мы стали обсуждать, как вернуть корабль. На нем было 26 пиратов. Когда лодка долго не возвращалась, с корабля послали новую. На ней было 10 вооруженных пиратов. Среди них было 3 нормальных парней, а остальные разбойники. Нас было 7. Я, Пятница, капитан, его помощник, пассажир и еще 2 бывших пирата. Лодка пристала к берегу. Пираты выстрелили в воздух, но никто не откликнулся. Тогда они поплыли назад к кораблю. Капитан расстроился, ведь теперь о захвате корабля можно было забыть. Но тут лодка снова вернулась на остров. 3 остались в ней, 7 пошли вглубь. Мы их хорошо видели, они совещались. А потом снова сели в лодку. Я кое-что придумал. Сказал Пятнице, чтобы он бегал по острову и кричал, заманивая пиратов все дальше и дальше. 8 пиратов сразу бросились на помощь, а 2 на лодке подплыли близко к берегу. И тогда мы захватили их. Причем один из них был нормальным и сразу стал нашим. Те 8 пиратов вернулись через несколько часов. Они были очень уставшими. Уже вечерело. Лодка стояла на отмеле, и в ней никого не было. Пираты были в ужасе, и они быстро сдались. На утро в нашей команде было больше 10 человек. Еще 5 мы связали и оставили в плену. Я с Пятницей остался на острове, а капитан с остальными должен был вернуть свой корабль. Решили нападать в темноте. В общем, у них все получилось. Выстрелами из пушек мне дали понять, что у капитана все в порядке. Я был этому рад. Утром меня разбудил капитан, сказав, что теперь корабль в моем распоряжении. Я был счастлив и заплакал от радости. Капитан привез мне одежду. Как же я по ней соскучился. 5 самых злостных пиратов я решил оставить на острове, иначе их бы повесили в Англии. Я им рассказал, как нужно управлять хозяйством, чтобы выжить, оставил им оружие. На другой день утром я перебрался на корабль. Вскоре к нам вплавь добрались 2 из тех 5. Они сказали, что готовы быть повешенными в Англии, чем быть убитыми на острове. Я разрешил им подняться на корабль. Мой отъезд с острова состоялся 19 декабря 1686 года. То есть на острове я прожил 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Вместе с Пятницей я вернулся в свой родной город Йорк. Мои сестры не поверили, что это был я. Пришлось им рассказать всю мою историю. На этом все, друзья.